Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня буду готовить простой, вкусный вишневый торт на свой день рождения. Для торта диаметром 18 см готовлю шоколадный классический бисквит. В миску разбиваю 6 яиц категории СО комнатной температуры. Крем буду готовить из сметаны и сливок, а для начинки приготовлю вишневый конфитюр. Добавляю щепотку соли и взбиваю яйца до пены. Я в бисквит буду добавлять экстракт ванили. Если у вас его нет, то на этом этапе добавьте ванильный сахар или ванилин по вкусу. Частями добавляю 150 грамм сахара. Кондитеры при приготовлении классического бисквита пользуются такой пропорцией. На одно яйцо 1 столовая ложка муки. Это 30 грамм. И 30 грамм сахара. Если вы хотите готовить бисквит по правилам, то сахара возьмите 180 грамм. Я стараюсь минимизировать количество сахара в торте. Постепенно увеличиваю скорость миксера и взбиваю яйца до побеления и пышности, пока на поверхности яичной массы не появятся стойкие следы от венчиков. Добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили по вкусу и продолжаю взбивать. На взбивание может уйти 7-10 минут. Это зависит от мощности вашего миксера. Яйца посветлели и увеличились в объеме. Вот такая у них консистенция. В миске 120 грамм пшеничной муки. Это 4 столовые ложки. Добавляю 2 столовые ложки какао-порошка. Это 20 грамм. И перемешиваю до однородности. Муку и какао-порошок я предварительно просеяла. Муку с какао просеиваю и в 3 приема добавляю в яйца. Муку вмешиваю венчиком, круговыми движениями и поднимаю муку с дна миски. Вмешиваю аккуратно. Стараюсь не нарушить воздушность теста. Список необходимых продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. В конце замеса лопаткой прохожусь по дну и бокам миски, чтобы убедиться, что вся мука вмешалась. Готовое бисквитное тесто долго стоять не должно. Форму я подготовила заранее. Кондитерское кольцо у меня разъемное. Диаметр установила 18 см. Снизу кольцо обмотала фольгой. На дно постелила антипригарный пергамент. Выкладываю тесто в форму и, чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха, шпажкой перемешиваю тесто. Отправляю форму в заранее разогретую духовку при температуре 170 градусов. Выпекаю в режиме вверх-вниз, примерно 40-45 минут, до сухой шпажки. Первые 20 минут духовку не открываю. Мой бисквит выпекался примерно 45 минут. Даю ему немного остыть в кольце, чтобы я к нему могла прикоснуться руками. Сняла фольгу и вырезаю бисквит из формы. Переворачиваю бисквит на решетку и даю ему немного остыть. Еще теплый бисквит заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник для стабилизации до завтра. Стабилизироваться бисквит должен минимум 6 часов. Готовлю вишневый конфитюр. В сотейник кладу 500 грамм замороженной вишни без косточек. Вишня у меня очень кислая. Добавляю 150 грамм сахара по вкусу. Перемешиваю и включаю плиту. На медленном огне помешивая, довожу вишню до кипения. После закипания идет активный процесс пенообразования. Вишню постоянно мешаю и варю примерно 3 минуты, чтобы испарилась лишняя жидкость.
Образовавшуюся пену снимаю. Здесь 35 грамм кукурузного крахмала. Заливаю его небольшим количеством холодной воды, чтобы покрыть. И перемешиваю до растворения крахмала. Крахмал в сотейник добавляю тонкой струйкой и готовлю, помешивая на медленном огне до загустения. После закипания готовлю примерно полминуты и выключаю плиту. Конфитюр получился густым. Вместе с пеной я убрала много сока. Конфитюр перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой в контакт и даю ему остыть. После остывания уберу в холодильник до завтра. Готовлю украшения для торта. Я заранее подготовила 10 замороженных вишен. Они из морозильной камеры. В микроволновой печи короткими импульсами растопила 50 грамм темного шоколада. В шоколад ничего не добавляла. Опускаю вишни в шоколад, даю стечь лишнему и кладу вишенки на тарелку, застеленную пищевой пленкой. Так как вишни холодные, шоколад быстро застывает. Шоколад можете использовать любой, по вашему вкусу. Вишни в шоколаде убираю в холодильник до завтра. На следующий день готовлю крем. Венчики и миску для взбивания предварительно охладила в морозильной камере. Наливаю 450 мл охлажденных сливок жирностью 33%. Можно сливок взять меньше. У меня в холодильнике стояла открытая коробка, и я решила использовать все ее содержимое. Добавляю 145 грамм сахарной пудры по вкусу. И чтобы сахарная пудра при взбивании не пылила, перемешиваю ее лопаткой со сливками. Чтобы придать большей устойчивости крему, добавляю примерно 2 чайные ложки лимонного сока. Сливки взбиваю миксером до пиков. Сливки взбила до такой консистенции. Добавляю 615 грамм холодной отвешенной сметаны жирностью 20%. Вес неотвешенной сметаны был 900 грамм. Как отвесить сметану, можете посмотреть видео с рецептом торта, который я готовила на день рождения сына. Подсказка на видео появится вверху экрана. Все перемешиваю лопаткой до однородности. Вот такая консистенция крема у меня получилась. Крем разделила на 4 части. В этом корнете 400 грамм крема. Этот крем буду использовать для выравнивания и украшения торта. В 2 других кондитерских мешках по 350 грамм крема. И примерно 100 грамм крема я оставила в миске, чтобы потом нанести его на верхушку торта. Крем пока убираю в холодильник. Бисквит из холодильника достала заранее, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. И разделила на 3 коржа. Коржи получились толстенькие. Низ и верх бисквита отрезала и измельчила в крошку, которой буду покрывать торт. Торт собираю на тарелке. По центру тарелки кладу немного крема, чтобы закрепить корж. Кладу корж и слегка придавливаю. Вокруг бисквита установила кондитерское кольцо и бордюрную ацетатную ленту. В миске 150 мл молока. Пропитываю бисквит молоком и не забываю о краях. Кладу немного крема и распределяю его ложкой по коржу. Из оставшегося в корнете крема делаю бортик и разравниваю ложкой. Бортик делаю высоким, чтобы в углубление поместился конфитюр. Конфитюр визуально делю на 2 части и укладываю ложкой. Конфитюр густой. Равномерно его распределяю и разравниваю. Сверху кладу следующий корж. Слегка придавливаю и пропитываю.
Кладу немного крема и разравниваю. Делаю бортик из крема и так далее. В общем, всю процедуру повторяю. Если вам нравится это видео, то ставьте пальчик вверх и напишите свое мнение о рецепте. Поделитесь видео с друзьями. Вы этим поможете развитию канала. Кладу третий корж, придавливаю и пропитываю. На корж наношу крем, который я оставляла в миске, и разравниваю. Верх кольца накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на 4 часа для стабилизации. Сняла с торта кольцо и ацетатную ленту. Наношу крем на бока торта и выравниваю шпателем. Наверх торта тоже наношу немного крема. Часть крема оставила для украшения. Бисквитную крошку на бока торта наношу мягкой силиконовой лопаткой. Крошку немного придавливаю, чтобы она лучше держалась. Оставшуюся крошку решила высыпать в центр торта и украшаю торт оставшимся кремом. На крем кладу вишню в шоколаде. Завтра мой день рождения. Убираю торт в холодильник для стабилизации. Торт высокий, поэтому я его ничем не накрываю. Вот такой простой вкусный торт у меня получился. Вес торта 2 килограмма 370 грамм. Торт в меру сладкий. Мы с сыном любим в меру сладкие домашние торты. Бисквит в торте классический, шоколадный. Крем имеет выраженный сливочный вкус. В нем преобладает вкус сливок, а вкус сметаны практически не чувствуется. Крем можно назвать бюджетным. В конфитюре присутствует вишневая кислинка. Мне очень нравится в этом торте сочетание продуктов. Кислинка вишни, сливочный вкус крема и шоколадный бисквит. Этот торт можно приготовить и без начинки, если у вас нет вишни. Тоже получится вкусно. Готовится торт просто. И съели мы его быстро, так как торт всем понравился. Рекомендую вам приготовить такой вишневый торт. Думаю, что вам он тоже понравится. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Если вам было полезно это видео, то подпишитесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. У меня для вас есть еще много интересных рецептов. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!